Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я бы хотел поговорить про общество потребления, и это будет очередным моим видео из этой серии. Ссылка на плейлист по этой теме будет внизу под роликом. Так поговорим о том, как общество потребления производит своих потребителей. На самом деле данное утверждение звучит абсурдно, но если разобраться в мотивах людей, рождающих новых потребителей, то такое утверждение выглядит вполне справедливым. Репродуктивная программа и человеческие мотивы. На самом деле никто не отрицает то, что люди воспроизводят друг друга благодаря репродуктивной программе, встроенной в каждого из них. И они это делают просто как часть в целом запрограммированной на это воспроизводство природы. То есть в данном случае то, что человек декларирует для себя и для других как свои собственные мотивы, на самом деле является ничем иным, как проявлением природы, хочет он того или нет. И потребление как стимул к воспроизводству новых людей. На самом деле в обществе потребления стимулом к воспроизводству новых людей является потребление, потому что именно через потребление люди идентифицируют друг друга как части одного общественного организма. И потребление в том числе является показателем, символизирующим жизнеспособность людей в глазах друг друга. Сам факт жизни в обществе потребления обезличен, он не значит абсолютно ничего, так как она не воспринимается как ценность, равно как и с точки зрения природы биологическая жизнь просто есть. Природа воспроизводит особей, также природа и завершает жизнь этих особей, вернее их жизненный цикл. То есть природа — это бесконечный запрограммированный цикл воспроизводства самой себя. В обществе же потребления жизнь биологической особи заключается в выполнении вещественного ритуала, который тоже выполняется как цикл по аналогии с биологическим циклом жизни природного организма. Биологическая особь сознательно измеряет свою жизнь вещами, ради которых она тратит время своей жизни, чтобы заработать средства для покупки этих вещей. И деньги в данном случае выполняют для особи роль средства, оправдывающего трату времени ее жизни на работу. Трата времени своей жизни на работу в обществе потребления – это ритуал жертвоприношения своего времени во имя значимости вещи, потому что только через вещи единицы общества потребления определяют жизнеспособность друг друга. Человек, для которого вещи служат для удовлетворения практических нужд, выделяется в обществе потребления тем, что он априори не является частью группы. Для общества потребления, по аналогии с жизнеспособными особями в природе, такой человек представляется как нежизнеспособный, потому что группа оценивает его способность потреблять по бесконечным циклам потребления вещей, когда ключевым признаком ценности вещи является соответствие ее некоему модному тренду. На самом деле стремление к соответствию модному тренду лишь означает боязнь человека показаться каким-то не таким в глазах других людей, и поэтому через соответствие тренду потребления человек пытается слиться с этой потребительской толпой. И вещи в своем цикле потребления становятся для него самой жизнью, а не средством для удовлетворения практических нужд. Система кредитования и общество потребления. Система кредитования является неотъемлемой сферой жизнедеятельности общества потребления, потому что одним своим существованием кредитование запускает непрерывные циклы потребления. Кредитование противопоставляет потребление труду, так как позволяет потреблять без него, несмотря на то, что в итоге человеку придется тратить больше времени в случае, если он возьмет кредит, так как придется выплачивать проценты по нему. То есть кредитование стимулирует потребление через обесценивание труда, то есть человеческого времени и сил. Тем самым в обществе потребления человек служит культу потребления, но не следует балансу
между количеством затрачиваемого времени, собственных сил и вещью, которая служила бы ему для удовлетворения сугубо практических нужд. Собственно, кредитование размывает в глазах потребителя причинно-следственную связь между практической необходимостью и вещью как средством ее удовлетворения. Кредитование выводит вещь в глазах потребителя на новый уровень. Вещь для потребителя становится ценностью как таковая, безотносительно к качеству выполняемых ей практических функций. И для потребителя сменяемость вещей становится несознаваемым им стимулом целесообразности траты своего времени и сил на труд, которое находится для него на втором месте, потому что основным побудительным мотивом служит сменяемость вещей. Точнее, цикл сменяемости вещей. Вернее, сохранение цикла сменяемости вещей. Хотя его сознательный мотив заключается в поддержании образа потребителя, служащего для него способом имитации полноценного существования. Имитация существования в обществе потребления. На самом деле имитация существования для человека в обществе потребления становится естественным способом существования, потому что принцип имитации заключается в самом принципе функционирования общества потребления. И этот принцип имитации существования заключается в том, что потребитель подменяет свое существо потребительским образом, точнее образом потребителя. Для него самого становится невыносимо, когда вещь выполняет исключительно практическую функцию, и он начинает ее наделять значениями, связанными с его собственным социальным образом. Вещь, как то, что выполняет практическую функцию, априорно обесценивается в глазах потребителя, потому что он рефлекторно жаждет видеть в ней символ, указывающий на его принадлежность к образу, который он сам же и создал у себя в голове при помощи массовой культуры. Вернее, этот образ создан им самим в его голове из тех элементов, которые дала ему эта массовая культура, то есть его среда, в которой он живет. Представление о вещах в представлении потребителя создает в нем внутреннюю борьбу, потому что он привязывает себя к символам брендов вещей. И идеология потребления дает человеку иллюзию того, что он может быть целостным только тем, что наделяет вещи символическим значением, не имеющим отношения к сугубо практическим функциям вещей. То есть символизм вещи в обществе потребления берет на себя практическую функцию, ради которой человек потребляет эту вещь, так как именно с точки зрения соответствия вещи символическому ее значению он и определяет ее практичность. Собственно, общество потребления в своей основе подразумевает отсутствие разницы между символизмом вещи и ее практическим назначением, потому что только сам акт циклического потребления и есть то, с чем потребитель идентифицирует полноценность и осмысленность своего существования. Роль человека в обществе потребления. Роль человека в обществе потребления сводится к тому, чтобы быть его потребляющим элементом, воспроизводящим такие же элементы, как и он сам. С одной стороны, люди рождают людей, потому что ими управляет репродуктивная программа, и она является базовой, но с другой, один человек рождает другого с расчетом на то, что тот будет потреблять блага определенного характера, будь то дома, квартиры, машины и другие вещи. И в случае с обществом потребления важно понять, в какой связи находится программа биологическая и программа идеологии общества потребления. Ведь так или иначе люди порождают друг друга на уровне биологического автоматизма, а идеология общества потребления так или иначе искусственно. Но на самом деле побудительный мотив человека к тому, чтобы потреблять, не является таким уж искусственным, потому что в потреблении он существует, заполняя свою собственную неопределенность вещью, тем самым одушевляя ее, делая ее частью себя. И когда он сращивает себя с вещью, он воспринимает ее как естественную часть себя.
Но поскольку вещь привносится извне, она не может удовлетворить его на естественном уровне, поэтому она требует постоянной сменяемости. Собственно, эта нужда потребителя в постоянной сменяемости вещи — это и есть двигатель общества потребления. То есть общество потребления создает для человека своего рода параллельную реальность, в которой вещи играют роль заполнителя в человеке и его собственной неопределенности. Информационный продукт как вещь. В обществе потребления не имеет значения, что является предметом потребления, и это вполне может быть и информационный продукт, как я уже и говорил в своем предыдущем видео под названием «Психология продает тебе инфопустышку» о том, что при современных способах передачи информации так называемые психологи получили возможность торговать информацией. И судя по смысловой специфике некоторых комментариев, люди не поняли, о чем я на самом деле говорил. У них психология ассоциируется с некой сферой, имеющей отношение к объективному предмету изучения. Хотя, если у них спросить, что изучает психология, они навряд ли смогут ответить внятно. Эти люди стали заложниками средств массовой информации, полагая, что если о некоем психологе заговорят по телевизору, то значит и психология представляет из себя нечто серьезное. Но на самом деле психология как индустрия услуг существует не потому, что психологи воздействуют на некий объективный предмет в человеке, а потому что она рождается как ответ на потребность человека в заполнении своей собственной пустоты, равно как и материальные вещи, покупаемые человеком ради заполнения той же самой пустоты. И человек не видит в себе основу как в таковом, поэтому он прибегает к внешнему, как в случае покупки, допустим, гаджетов, автомобилей или тех же самых психологических услуг. То есть психологическая услуга ничего не решает, так же, как и новый автомобиль или гаджет, купленный для того, чтобы испытывать новые ощущения от новой вещи. Особенно это видно на людях, которые регулярно посещают психологов. Этим людям нужна иллюзия того, что с ними ведется некая работа, хотя человек не понимает, на что воздействует психолог и что ему, собственно, от этого психолога нужно. Потребитель в данном случае просто предоставляет возможность абсолютно чужому человеку решать, что с ним не так, на основании каких-то собственных субъективных умозаключений. То есть человек приходит не за решением конкретной задачи, как если бы он пошел, допустим, к стоматологу, эндокринологу или офтальмологу, а неопределенной проблемой, причиной которой стала его интоксикация пропагандой психологических услуг. И в силу своей пассивности человек сам себе создает искусственную проблему, чтобы заняться ее решением, потребляя психологические услуги. И вся абсурдность психологии заключается в том, что человек находит эту проблему, когда для ее существования нет никаких причин. Она возникает по тому же принципу, что и потребность в иррациональных покупках вещей. В случае с потреблением психологических услуг человек предоставляет право решать, что с ним не так и что не так с его отношениями с другими людьми, как будто бы психология узурпировала решать проблемы в отношениях других людей. То есть, по аналогии с рациональной покупкой вещи, человек покупает нечто, что он считает частью самого себя, потребляя вот эти самые психологические услуги. Почему вообще человек защищает свое право потреблять? Например, те люди, защищающие психологию как потребители, защищают не психологию как таковую и не психологов. Они защищают свое право потреблять, потому что им нужно утвердиться в своих заблуждениях, так как это всегда намного легче. Почему-то все люди, защищающие психологию под моими видео, называют меня обиженным. Вот пример таких комментариев. Причем они не пишут, на что именно я обижен и как связана какая-то якобы моя обида с тем, что я говорю. Я не против того, чтобы люди во что-либо верили. Неважно, чьими услугами они пользуются. Услугами
колдунов, гадалок, экстрасенсов или тех же самых психологов. Вы можете потреблять услуги этих деятелей сколько угодно, и мне до этого нет абсолютно никакого дела. Я лишь предлагаю взглянуть на вещи нестандартно, под другим углом. Я не предлагаю никому какого-то неопределенного продукта, как делают это психологи. В конечном счете вы сами выбираете, как вам поступать, и никто никогда не решит вместо вас, что вам на самом деле нужно. Это можете сделать только вы сами. Я не говорю о теориях заговора. На самом деле я не говорю о теориях заговора, и я не ставлю перед собой цель создать для вас повод для веры во что-либо другое, да, создавая некую предлагая некую альтернативу психологии. Я говорю просто в моих видео про общество потребления, я говорю о принципах стимуляции спроса к потреблению, а не про то, что кто-то очень нехороший задумал против вас что-либо плохое. Общество потребления – это общество симуляции. На самом деле общество потребления – это общество симуляции, но без какой-либо негативной коннотации, потому как спрос на потребление того или иного товара порождает сам человек. Причем абсолютно неважно, насколько абсурдным может казаться спрос на какой-либо товар или услугу, ведь если они востребованы, значит они будут производиться и предоставляться для потребления независимо от наличия или отсутствия у них практической полезности. Потребность как иллюзия. Потребность, выходящая за рамки необходимости, это есть иллюзия. Но где проходит граница, разделяющая необходимость от того, без чего человек может обойтись? Определяется ли эта необходимость удовлетворения его потребностей только физиологическими критериями? И можно ли считать симуляцией то, что удовлетворяет потребность человека безотносительно к практической необходимости ее удовлетворения? Как определить, когда удовлетворяется настоящая потребность и когда человек получает заменитель удовлетворения этой потребности? И можно ли вообще измерить настоящую потребность в категориях настоящего или искусственного? И является ли это потребностью в принципе? Принцип «ты и есть». На самом деле любая потребность, не считая потребностей, от удовлетворения которых зависит поддержание биологической жизни, является условной, потому что человек в любом случае есть. Он независим ни от каких факторов, помимо тех, которые обеспечивают его биологическую жизнь, потому что он просто есть. Любая потребность, выходящая за рамки поддержания жизнедеятельности, является собой симбиоз, в отношении от которого человек зависит. Например, у человека есть близкий друг, с которым он общается, и, допустим, эти дружеские отношения в силу некоторых разногласий заканчиваются. Отчего один из них или оба испытывают чувство досады, но испытывающий досаду потерял не друга как такового, а разочаровался в своем представлении об этом друге. То есть та или иная форма отношений — это не есть отношения субъектов, а всего лишь разочарование в несоответствии, от несоответствия настоящего положения вещей ожиданиям. То есть, когда люди расходятся по причине своих разногласий, и если они расстраиваются по поводу прекращения таких отношений, то на самом деле это не потеря людей друг друга, а потеря собственного отношения друг к другу. То есть люди перестают существовать в представлении друг друга в той форме, в которой они представали перед друг другом до прекращения этих отношений. Всего хорошего, до свидания, до встречи в новых интересных моих видео.